Секретные данные о состоянии президента всплыли в медиа. Врачи детально описали здоровье Дональда Трампа, и вам нужно это услышать. Бунт в российской глубинке, очаг сопротивления или срежиссированный протест? Могут ли волны негодования расшатать башни Кремля? Жена президента рассказала о тайной связи с Путиным. Дело касается детей. Все детали расскажем. Страны Балтии готовят эвакуацию, депортируют россиян и закрывают границы. Что происходит и к чему там готовятся? Об этих и других самых главных событиях утро воскресенья 12 октября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. В Эстонии внезапно закрыли один из пограничных переходов с Россией после того, как на другой стороне границы заметили необычную активность. Речь идет о пункте пропуска Сааце, расположенном в так называемом Саатесском сапоге, участке российской территории, выдающемся в эстонский Вырусский уезд. Российские пограничники регулярно патрулируют пограничный переход Сааце, поскольку это их территория. Сегодня движение было больше, чем обычно. Мы решили закрыть дорогу, чтобы предотвратить возможные провокации и инциденты, поскольку нашей целью является обеспечение безопасности эстонского народа. Сначала движение пытались ограничить патрулями, но некоторые водители продолжили проезд по дороге, проходящей через территорию России. После этого власти полностью закрыли участок, оценив ситуацию как повышенно рискованную. Сейчас на границе усилено дежурство, а транспорт перенаправляют в обход через населенные пункты Вярска, Трески, Мацури и Сесники. Не отстает от Эстонии и другая балтийская страна. Сотни россиян покинут Латвию. Более 800 граждан России, которые не выполнили новые миграционные требования, должны будут уехать до 13 октября. В противном случае им грозит депортация. Как сообщает Политико, речь идет о россиянах, которые не прошли обязательную проверку службы безопасности и не подтвердили знание латышского языка на уровне А2. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Латвия ужесточила иммиграционное законодательство с конца 2022-го, а затем и после новых поправок 24-го. Российские граждане, которые проживают в стране, обязаны подать заявку на статус долгосрочного резидента ЕС, пройти языковой экзамен и проверку благонадежности, чтобы иметь право остаться в Латвии. Из примерно 30 тысяч россиян, попавших под действие закона, большинство успели выполнить требования. Около 2500 добровольно покинули страну, но сотни проигнорировали новые правила. Здесь появились люди, которые ничего не слышали, ничего не видели. Только когда им перестают платить пенсию, тогда они понимают, что что-то не так. Тогда он звонит: почему мне не платят пенсию? Ему говорят: у вас нет разрешения на проживание. Он говорит: где мое разрешение на проживание? Мы говорим: вы должны были выполнить нормы закона. После 13 октября пребывание таких граждан в стране станет незаконным. Доступ к социальным услугам будет заблокирован, а в случае дальнейшего отказа покинуть Латвию их просто выдворит пограничная служба. Литва, Латвия и Эстония разрабатывают планы эвакуации мирного населения в случае возможной военной агрессии со стороны России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в правительствах стран региона. По данным агентства, власти согласовывают новые протоколы гражданской обороны, которые предусматривают маршруты вывоза людей, размещения эвакуированных и обеспечения связью в случае кризиса. Советник по нацбезопасности президента Литвы заявил, что подготовка подобных планов не паника, а проявление ответственности. Бунт в России. Может ли волна достичь Кремля или так и угаснет молчаливо? Во Владивостоке взрыв негодования. Сотни автолюбителей вышли на протест после того, как власти объявили о повышении утильсбора на импортное авто в 500-800 раз. С 1 ноября за ввоз одной машины придется платить от сотен тысяч до миллионов рублей. Министерство промышленности объясняет реформу борьбой с серым импортом и поддержкой отечественного автопрома. Но на деле это похоже на отчаянную попытку залатать бюджет, истощенный войной и санкциями. Жители Приморья, где почти каждый второй ездит на японской иномарке, сочли новое правило ударом по себе. Они подписали коллективное обращение к премьеру с требованием отменить сбор и только после этого разошлись. Повышение утильсбора – еще одно подтверждение того, что в России война все чаще оплачивается из кармана простых граждан.
А может, Украине томагавки и не нужны? Пока в Вашингтоне спорят, стоит ли передавать Киеву дальнобойные ракеты, эксперты утверждают, их появление у ВСУ станет больше символом, чем тактическим оружием, сигналом, что США окончательно перестраивают свое отношение к России. По словам экспертов, украинские военные уже имеют опыт работы с американскими системами береговой обороны, ведь ранее именно с их помощью уничтожали российские корабли в Черном море. Но ведь Москва считает, что украинские военные не справятся самостоятельно, мол, тогда американские войска будут втянуты в войну. Поговорили об этом с военным аналитиком Александром Коваленко. Когда мы говорим о высокоточном поражении целей на расстояниях 1000-1500 километров, 2000 километров, то, конечно же, необходим процесс донаведения, корректировки, и все это без развединформации, которую мы не можем получать из своих источников, у нас недостаточно в данном случае таких средств наблюдения. Мы обращаемся к разведслужбам наших партнеров. В случае с нанесением ударов томагавками, в зависимости от того, что это за объект, на каком удалении он находится от Украины, насколько далеко от границы с Украиной, то в зависимости от этого мы должны будем получать, конечно же, соответствующую информацию от наших партнеров, американской разведки в первую очередь. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что почти принял решение о передаче ракет, но хочет знать, как именно Украина планирует их использовать. Мы с вами говорили об этом в предыдущих выпусках. В Белом доме опасаются потери контроля над применением этого оружия, ведь дальность полета томагавк превышает 1600 километров. Нужны или не нужны? Хочу спросить ваше мнение. Не сдерживайте себя, пишите его в комментарии. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Президент США Джо Байден называл своего украинского коллегу занозой. Видимо, по секрету он рассказал это бывшему генсеку НАТО, а тот написал об этом в своих мемуарах, которые называются «На моем дежурстве. Как я руководил НАТО во время войны». Раздражение американской делегации, как пишет Йенс Столтенберг, вызвало разное понимание формулировок итоговой декларации, где обсуждалась поддержка Украины и ее путь к членству в НАТО. В какой-то момент США даже рассматривали вариант полностью убрать из документа все упоминания об Украине. Президент Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал, как мы говорим в Америке, он, Зеленский, заноза в заднице. Позже бывший генсек убедил Зеленского, что даже компромиссная версия декларации – дипломатическая победа Киева. Церковь поднимает прайсы, прихожане возмущены. Честно говоря, странно, что вообще на молитву есть ценник. Но когда дело касается РПЦ, всякое удивление улетучивается. В Копейске прихожане возмутились. В местном храме внезапно выросли цены на молитвы и обряды. Я каждый год заказываю своему погибшему мужу 40-уст. Увидела прейскурант, от которого обомлела. 2 года назад я платила 100 рублей за одно имя на год заказать, но сейчас 5000 одно имя на год. 5000 одно имя на год. Насколько я обалдела, это вот настолько обалдела. Настоятель объяснил подорожание просто. Тарифы установлены епархией. Но местные жители говорят, что подобное божественное ценообразование видят впервые и называют происходящее откровенным бизнесом на вере. Первая леди США заявила, что ведет переговоры с Владимиром Путиным. Она получила ответ от него на свое письмо о депортированных украинских детях и говорит, между ними открыт канал связи. По ее словам, за последние 3 месяца стороны провели несколько встреч и переговоров, а 8 украинских детей уже были воссоединены со своими семьями. По словам первой леди Мелании Трамп, российская сторона передала США досье на детей с биографиями, фотографиями и описанием медицинской и психологической помощи, которую они якобы получали. Кроме того, Кремль согласился на возвращение тех, кому недавно исполнилось 18. Он ответил письменно, выразив готовность к прямому диалогу со мной и изложив подробности относительно украинских детей, находящихся в России. С тех пор между мной и президентом Путиным существует открытый канал связи по вопросам благополучия этих детей.
Напомним, президент Дональд Трамп передал письмо своей супруге Путину перед саммитом на Аляске 15 августа. Тогда Мелания попросила защитить украинских детей и подумать о будущем поколений. По данным исследователей Ельского университета, Россия может удерживать около 35 тысяч украинских детей, часть из которых была усыновлена российскими семьями или направлена в военные лагеря. Украина официально подтверждает незаконное перемещение более 19 тысяч детей на территорию РФ. Супруг же первой леди США прошел медицинское обследование. И, как сообщил доктор Шон Барбелла, обследование включало комплексную диагностику, анализы и расширенные кардиологические тесты. Врачи отметили, что кардиологический возраст Дональда Трампа оказался на 14 лет меньше его реального. Президент Дональд Трамп остается в исключительном здравии, демонстрируя отличные показатели работы сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, а также физической формы. Летом Белый дом сообщал, что у президента выявили хроническую венозную недостаточность, проблему, нередко встречающуюся у пожилых людей. Сейчас состояние Трампа не вызывает опасений, он сохраняет напряженный ежедневный график без ограничений. Во время медосмотра Трамп также получил прививки от гриппа и обновленный бустер от COVID-19 перед серией зарубежных визитов. После весеннего медосмотра он уже хвастался, что дал все правильные ответы на когнитивном тесте. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.